Здорово, байкеры и мотоциклисты, снова четверг, снова 12 часов дня, снова еженедельные новости на канале Мотобратан, снова с вами я, Алексей Ветер, и куча умных слов останется в прошлой серии, а сейчас мы перейдем сразу к делу. Итак, из новостей. Итоги 2021 Мотобратан подвели. Кто хотел приехать, приехали. Кто хотел встретиться, встретились. Все прошло четенько, отличненько и ровненько. Ну а теперь к еще одной интересной новости. Новость из Финляндии. Мне она интересна тем, что мне действительно интересно посмотреть, как там живут мотоклубы. Да, это наши соседи, как ни крути. Я там знаком с Вовой, президент Ассоциации финско-русских байкеров, и то он мне подкинул новости, и он мне дал пояснение, да, по многим из тем. То есть рассказал, в принципе, что там происходит и как это работает. Мне интересно вам показать работу средств массовой информации финских, да, и, соответственно, европейских, к вопросу о том, что там в Финляндии, в Европе, в Америке вот настоящие байкеры, да, мотоклубы, а у нас нет. Там хотят запретить законодательно, законодательном уровне мотоклуб Cannonball MC, однопроцентный мотоклуб. Он является национальным финским клубом. Там есть еще Ангела, там есть еще Bandidos и Outlaws. Плюс множество клубов, как мне сказали, там порядка 500, но это вот не однопроцентные мотоклубы. А однопроцентные, то есть вот только, соответственно, 3 из общемировых, да, и 1 национальный. И национальный, соответственно, хотят запретить. Сейчас я выпустил статью на Мотобратана, выпустил, соответственно, во вторник вечером, ближе к ночи. Сам изучил, да, спросил у Вовы какие-то вопросы, да, которые меня интересовали. Да, я несколько там статей прочитал про их движуху, что там происходит в Финляндии. И на самом деле, хотел бы с вами на эту тему пообщаться, да, что вообще в принципе думаете. Ну и также показать, что там происходит и что выходит в средства массовой информации для горожан, да, которые читают обычные люди. И как представляются им, собственно, однопроцентные мотоклубы. В Финляндии хотят запретить национальный однопроцентный мотоклуб Cannonball MC. Заметка написана на основе статьи финского журнала JTF. В Финляндии есть такая организация КРП, это как наша ФСБ. И, собственно, тут они на основе этой вот сводки хотят, направляют там жалобу, да, в суд, чтобы запретить эту организацию. И рассказывают о мотоклубе. Но надо понимать, да, они это рассказывают обычным читателям. И, соответственно, после редактирования от, соответственно, журналиста. Устав и жесткая иерархия говорит о том, что Cannonball MC является организованной группой, бандой. По заявлению полиции, часть доходов мотоклуба поступает от преступной деятельности. Отмечу, в Финляндии уплата налогов и уход от уплаты налогов, да, это серьезное преступление, прям серьезное. Еще вот я с Вовой пообщался на тему огнестрельного оружия. И это Европа. Если у нас огнестрельное оружие – это охотничье оружие, там, я не знаю, сайга, да, у кого-нибудь в сейфе, то там огнестрельное оружие довольно просто достать, да, и если тормознут с незарегистрированным там пистолетом огнестрельным, то за это могут максимум там дать условку или там штраф какой-то. То есть это не особо наказуемо. Поэтому, соответственно, обиход оружия, да, он гораздо больше, чем у нас там в России. Так, 2 недели назад прокуратура подала иск в районный суд города Пьяятхяме с требованием закрыть мотоклуб Cannonball MC. В предложении к заявлению раскрыта история о подробности деятельности клуба. Cannonball MC, основанный в 1991 году, отличается от Bandidos и Hells Angels тем, что является национальным и основан в Финляндии. Его первое отделение располагается в Хельсинки. Сегодня у самого клуба и саппорт-клуба Squad 32 есть отделение в Хельсинки, Турку, перечень городов, Таллине и Таиланде. В заявлении также указано, что необходимо ликвидировать, то есть закрыть тоже деятельность отделения Squad 32. Это суппортовый клуб, насколько я понимаю, у, соответственно, Cannonball. Cannonball MC, так как и другие клубы, имеет жесткую иерархическую структуру. Только мужчины, Handground, Prospect Member, есть офицерский состав, который возглавляет клуб. В мотоклубе также есть почетные члены. По данным полицейской разведки, почетными членами обычно являются авторитетные люди или предприниматели, чья отрасль приносит пользу клуба, чья деятельность. По правилам, члены клуба должны иметь мотоцикл, но не обязательно должен быть в собственности. Часто мотоцикл оформляют на кого-то из их близких, чтобы он не мог быть конфискован в случае сложностей.
По данным уголовного расследования КРП, ну, типа нашего ФСБ, президентом Cannonball является Эско Олави Эклауд. В Cannonball насчитывается около 190 членов. В августе 1917 года часть членов клуба ушли или были выгнаны из-за внутренних конфликтов. Согласно иску, мотоклуб получает этот доход, среди прочего, от членских взносов, продажи саппорт-вещей и атрибутики, а также подпольного кабака, в реальности клабхауса. По данным КРП, члены Cannonball платят в клуб часть своих преступных доходов, подобно налогам. Реально глядя на вещи, это каждый мотоклуб, если на клабхаусе пиво продают, да, это уход от налогов, как это тут пишется. Потому что подпольный кабак – это и есть клабхаус. Безопасность клуба. Тут вам из интереса, может быть, просто перечислю то, что у них какие моментики есть прикольные, да, я перевел и с радостью это прочитал. Из приложения к заявлению о ликвидации Cannonball понятно, что полиции никогда не удавалось арестовать счета, на которых находились казна клуба. По данным полиции, это связано с тем, что казначеи отделения несут ответственность и хранят деньги в наличке, не сохраняя письменных доказательств, да, их передвижений. В ходе многочисленных предварительных расследований полиция конфисковала у членов мотоклуба большое количество огнестрельного оружия, пистолеты, охотничье ружье, а также пулеметы. Но еще раз, возвращаясь к оружию, да, там другой свободный ход. Если, например, взять наши мотоклубы, посерьезнее, да, там однопроцентный, да, оружие есть. Охотничье, да, например, но оно есть. Просто у нас, сложнее иметь, да, его не зарегистрированным. Там это, как я сказал, уже попроще, как мне сказал Вова. По данным КПР, Cannonball имеет группу быстрого реагирования под названием Secure Team. Члены клуба используют символ NCC на своих жилетках. Вооруженная группа находится в дежурстве 24 часа в сутки. Задача группы – справиться с конфликтами и ситуацией и решать организованные задачи. Но на клабхаусе обычно принято, что кто-то дежурит, один человек. Но так как у нас в России конфликтов-то особо в реальности нету, да, и какого-то наскока на клабхаус, он очень маловероятен, то, соответственно, и в группе нет необходимости. Да, если взять, например, российские клубы, да, или клуб, где я был, в случае необходимости нормально там все было с дежурством, и все были ко всему готовы. И были и травматы, да, и в случае необходимости могли появиться охотничьи ружья. Правила поведения. Вот тут тоже интересно, какие-то пару моментиков, тоже может каждый для себя что-то подчерпнуть. Приложение также раскрывает подробности правил Cannonball MC, которые во многом определяют жизнь и деятельность членов клуба. В правилах указано, что каждый член клуба является визитной карточкой клуба, поэтому должен максимально следить за своим поведением и высказываниями. Это на самом деле, я скажу ко многим клубам, да, я обращаюсь. Друзья, каждый член клуба, в том числе проспект, да и в том числе и хэндграунд, это отчасти лицо клуба. И поэтому эти поведения, когда человек перегибает где-то палку, в Петербурге этого вообще гораздо меньше, да. Но я замечал на байкфестах, да, где люди так себя ведут, ты если клубный, соответствуй. В общем, это видимо, есть в уставе. Член клуба должен носить цвета с гордостью и содержать их в опрятном виде. Жилетки также необходимо носить во время дежурства. Дежурим в жилетках, и как-то их прилично, вообще члены клуба должны выглядеть нормально. Не грязные, не хер поймешь как, а прилично. Встречи должны быть четкими, следует избегать двойного трактования. Члены клуба должны быть доступны, а задачи должны выполняться эффективно. Тут тоже, да, Финляндия, Европа, да, и их криминалитет, и, соответственно, Россия, да. Если тут можно встретиться, попиздеть ни о чем, да, и непонятно, да, то там все-таки встретились, решаем вопросы, да, тем более, если у них есть какой-то общий бизнес, и тем более, если этот бизнес, да, где-то чуть за гранью закона. Время от времени группа довольно активна в социальных сетях, была активна, но в уставе запрещено использование финского языка. Устав запрещает публиковать название клуба и имена членов в социальных сетях. Тоже здраво, с учетом нападок со стороны полиции, в принципе, ясно и понятно, да, чтобы и о клубе там лишних разговоров не было, и, собственно говоря, имен, чтобы тоже не было, да, в социальных сетях. Обсуждение других клубов также не допускается.
чтобы лишние мнения и высказывания не могли повлиять на отношения Cannonball с другими мотоклубами. По мнению КРП, взаимоотношения Cannonball с другими клубами в большинстве нейтральны, кроме Bandidos, которые можно охарактеризовать как хорошие. То есть, видимо, клуб в хороших взаимоотношениях с бандидосами, да, и, собственно говоря, ну, не пиздеть лишнего в комментариях. Вообще, я скажу вам, я удивляюсь иногда, когда люди из мотоклубов, ну, вступают в конфронтацию в комментариях. Я считаю, это не очень правильно и совсем неправильно, да, потому что, опять же, по комментариям члена клуба, да, где-то там в интернетах, да, первое, ему могут высказать вообще что угодно и нахуй его послать, а надо будет что-то на это дело отвечать, потому что это все-таки клуб. Ну вот, и также он может, да, испортить отношения и, соответственно, сложить о мотоклубе, да, мнение со стороны других там участников дискуссии в комментариях. Устав запрещает участников делать какие-либо заявления в средствах массовой информации самостоятельно. Офицерам должно быть предоставлены парковочные места во время вечеринок и событий, с которых они могут быстро уехать в случае необходимости. То есть мероприятия, да, и прямо у входа под офицерский состав есть место. Члены клуба не могут использовать клабхаус в личных целях. Согласно уставу, члены клуба защищают брата до конца, если это необходимо. Но я уверен, что в реальности, не за это их хотят пригрузить, потому что тут повод, да, для того, чтобы запретить целую организацию, это, мягко говоря, их нет. Но в Финляндии тоже, опять же, со стороны государства вообще другое отношение к таким объединениям. И если это группа, которая имеет устав и там иерархическую систему, а также оружие, да, то это уже ОПГ. И если она занимается хоть как-то касается криминала, а как мы только что, я вам постарался объяснить, да, даже уход от налогов является криминалом. То есть, соответственно, группа людей занимается криминалом, да, уходит от налогов, те, что продают пиво у себя в клабхаусе и суппортовые вещи, а также имеет там иерархическую систему военную, да, то, соответственно, оно является уже ОПГ и является поводом для того, чтобы их закрыть, да, закрытие их деятельности на территории Финляндии. Если вам интересна ситуация в Европе, так как вот Финляндия у нас рядом, опять же, у меня вот дружбан мой Вова, да, президент Ассоциации финско-русских мотоциклистов, он знает и президента Cannonball, да, и бандидосов, соответственно, ангелов, и как-то там, может с ними общаться, и знает о происходящем в Финляндии, то давайте дальше двигаться в этом направлении, давайте тоже изучать. И помимо там Дальнего Востока, да, который мне реально интересен, и, я думаю, что мы много будем обсуждать его так или иначе в течение той же зимы, и можем копнуть, собственно, в Европу, да, чтобы вы понимали, что там. И на самом деле я вот пообщался с тем же самым Вовой, да, и я видел тоже бывших членов там серьезных МС-клубов однопроцентных на том же самом Балтик Ралли, и видел, как они себя ведут. Я вам могу сказать, да, МСшники не отличаются. Просто у нас в России есть возможность, пофилософствовать. Там это, скажем, трешак работы и постоянное преследование со стороны государства, то у нас преследования нету, трешака плюс-минус по большому счету нет. Кто-то там что-то подмучивает, подмучивает и подмучивает. И поэтому, соответственно, мы можем там это развивать, философствовать и так далее. В случае Европы, да, немножко там по-другому, как показывает практика. Поэтому, если интересно, давайте коснемся и Европы, и опять же откроют границы, и меня вот уже туда пригласили. Я с радостью съезжу, тоже познакомлюсь, пообщаюсь с людьми, и то, что можно будет вам показать, я вам обязательно покажу. Кстати, Александр Золотостанов, хирург, всем известный, когда-то пытался запретить через группу «Антимайдан», через партию «Антимайдан», не знаю, партия, наверное, «Антимайдан», но пытался запретить мотоклуб «Бандидос» и «Hells Angels», ссылаясь на то, что они могут быть использованы как сила в госперевороте. И ссылался на то, что мотоклуб «Бандидос», да, были замечены на перевороте, когда вот на Украине, в антимайдане, да, соответственно, на площади Незалежности. И написал там Евгений Стариков, это такой тоже публицист, наш российский, там же хирург, списался, там еще ряд каких-то общественных людей на то, чтобы закрыть эти организации, да, и признать их нежелательными в Российской Федерации. Это, как мы видим теперь, предложение не нашло поддержки со стороны правительства, но такое в истории было. И подсмотрел на другом канале, посмотрите вот на эту вот картиночку, сколько зрителей не
подписаны на канал Мотобратан, сколько из вас подписаны на канал Мотобратан. И самое главное, если упоминать об этом в самой видеопередаче, то гораздо больше подписок. Поэтому, друзья, специально это я сам намонтировал, только что занимался. Вот вам такая вот выдвижка, нажмите на подписаться и колокольчик, тогда вы будете получать новости и никогда их не пропускать. А я буду стараться их делать покороче, чтобы отнимать меньше вашего времени, отдавать максимально полную информацию. Также небольшая поправочка к прошлой серии. Мотоклуб Black Bears – это ярославский мотоклуб, имеет отделение по всей России, а также, соответственно, в Иркутске, и в Корее, и в Германии. В общем, спасибо, что досмотрели до конца. Пишите свое мнение на тему Финляндии, мотоклубов в Европе, Дальнего Востока, соответственно, идеи с вот этими донатами, да, может, как-то додумаем вместе. Хорошей недели. Рубиновое сердце все еще помнит дворы Димитрова. Сраная осень плевала в школу 298. Район Купчино замирал в ожидании мая. Мы же затухали в окружении сраного кайфа. Пока старшие друзья прижимали к стенам тупых бледей, младшие бухали у друзей или деление дворов. Рома, кто выбивал зубы, кровь на балахонах, банданах и на широких трубах. Вот они, Одесса и Штаты, Пентагоны, болота, кликухи дворов были заложены до нас строго. Саша, не гневи Бога, подумай. Водяра не выход, бери микро, рифмуй. На листике стали ложиться буквы, в то время как мои кореша на районе метили струями стены, забивали стрелы, кому-то пылили сирены, орали машины, ждали у входа в капканы, ломали маленькими шагами, топали скелеты в капюшонах, тени в погонах и брань для фона. Йоу, поверь, здесь все осталось как и было, та же синька в садиках, все те же надежды простолюдинов, те же слезы, те же пьяные радости, все те же планы душить на почве нетерпимости. Однако я вспоминаю те дни с улыбкой, с грустью. Клянусь, если бы дали шанс, я вернулся в те дни. Купчино, Купчино, Купчино. Я знаю тебя, видел твои глаза, твои вечера, как смола. Купчино, ай, Купчино, Купчино. Я знаю тебя, видел твои глаза, твои вечера, как смола.